Точное количество горных вершин на Земле остается загадкой. В мире существуют миллионы холмов, гор и пиков, но если говорить о значительных вершинах, поднимающихся выше 2000 метров, их может быть несколько сотен тысяч. Эти гиганты природы манят к себе лишь немногих. Альпинизм – занятие, которое притягивает к себе только небольшую часть человечества. Трудно точно оценить количество тех, кто регулярно покоряет вершины, но по разным данным – от 10 до 20 миллионов человек во всем мире, объединяя как профессионалов, так и любителей, занимаются этим увлекательным, но требующим выносливости и решимости спортом. На фоне 8 миллиардов людей, населяющих нашу планету, это составляет всего несколько сотых процента населения. Вдумайтесь, менее 1% людей решаются покинуть уют своих домов, чтобы покорять вершины и увидеть мир с высоты, где воздух разрежен, а виды завораживают своей недоступной красотой. Сегодня мы отправимся покорить южную вершину вулкана Арагац. Арагац – это не просто гора, это высочайший вулкан на Кавказе и самая высокая точка Армении, достигающая 4090 метров. Этот потухший вулкан с его 4 вершинами, каждая из которых представляет собой отдельную вершину, является символом природной мощи и одновременно духовным маяком для многих. Мы разделим с вами наши впечатления и покажем невероятные виды, которые открываются с южной вершины Арагаца, одного из самых захватывающих мест на Земле. Бар-Эвдзес, сегодня 17 августа 2024 год от Рождества Христова. Мы опять на озере Кари, возле Арагаца. И сегодня у нас запланирован подъем. Наконец-то, надеюсь, что получится все сделать. Мы уже готовы, полностью собрались. И начинаем. Время сейчас 12:20, высота 3200 метров. Мы в Армении. Простите, пожалуйста, я не понимаю вас. Сири, ничего не надо, спасибо. В общем, идем, будем записывать трек, потом посмотрим, надеюсь, будет классно, интересно. We thank our viewers for supporting our channel. Thank you very much. Я подготовил маршрут в приложении. Сейчас посмотрим. Ага, все, вот наш Нашлось? трек наш, видите? Вот мы. Это надо вот так пройти. И вниз спуститься с другой стороны. Подняться, спуститься, да. Класс, пойдемте, пойдемте. О, веди нас, как Моисей, евреи. Стоим. Ставим 2 минутки, подождем. Отдышимся. Кари. Вот как называется это озеро. Господи, я думаю, почему Кари? А сейчас что, где-то вывеску-то увидел? Нет, просто мне Эмма сказала, почему вы говорите Кари. Кари, я говорю, потому что там так написано. Она говорит, типа, не, надо Кари. Ну, типа, Так, господи, там это одно и то же, ударение на разные места. 2 армянские буквы К и К. Кари. Чего? Кар. Ты не можешь сказать по-армянски камень кар. Никто тебя не поймет. Кар. А как надо? Кар. А, по-другому стало, да? Скажи. Кар. Как машина. Да, Ну. правильно. Кар. Мы идем по Арагатскому альпийскому заповеднику. Или запаснику. Запаснику. Арагатский альпийский заказник расположен на склонах величественного вулкана Арагац. Этот уникальный природный заповедник защищает редкие альпийские экосистемы, где обитают множество эндемичных растений и животных, включая редких горных баранов и орлов. Потрясающие пейзажи, кристально чистые озера и суровая красота горных хребтов делают это место настоящим сокровищем природы. Заказник не только сохраняет биоразнообразие, но и привлекает альпинистов и туристов,
стремящихся соприкоснуться с первозданной красотой Кавказа. Сейчас не пишет, ребят. Нам направо, Вов. Ну вообще по Араратский, Не араратский. Ара- Арагат. Арагатский, Альпийский. То ли заповедник, то ли запасник. Заповедник, по-моему, называется, представляешь? Арагатский альпийский заказник называется альпийским, потому что его территория включает в себя высокогорные экосистемы, характерные для альпийского пояса. Альпийский пояс — это зона высокогорий, находящаяся выше уровня лесов, где климатические условия суровы, а растительность приспособлена к низким температурам и сильным ветрам. Хотя название «альпийский» происходит от Альп в Европе, этот термин применяется для описания подобных экосистем в высокогорьях по всему миру, включая Кавказ, где находится вулкан Арагац и соответствующий заказник. Сделали остановку. Почти дошли до хребта. Вот, но мы сейчас немножко вправо отклонились. У нас набор высоты 68 метров, прошли километр. Уже нет сил, честно говоря, что-то как-то сегодня сложно. И машина сегодня еле ехала в горы, прям ехала, она обычно едет 50 км в час в эту гору. Сегодня ехал 30, не знаю почему. Вот, хотя у него новый аккумулятор вчера поменяли, но, в общем, это не помогло, хотя это и не связано никак, но, в общем, ехал с трудом. Вот, в общем, продолжаем подъем. Просто факты набрасываю. Ну, я какой-то... Конверсия по Австралии 4%. Ты как житель Телепузии, такой уже умираем. Что? А вы не устали, ребят, еще? Нет. Вообще нет? Мы как телепузики У бегаем. тебя, видишь, помогает нос и грудная клетка армянская. Не просто так. Ир, ты как? Ну, мы отдыхаем, я останавливаюсь. Сейчас нам вот надо будет по камням по этим лезть вперед туда. И пойдем в сторону вон той вершины. Ее обойдем, выйдем на хребет. Видно, как камни нагретые. Здесь 21 градус примерно, мы что-то тепло оделись, надеюсь, похолодает, нам жарко сейчас. Там видно, что камни, и над камнями прям вот поднимается вот так вот воздух такой конвекционный. И все размывает. Ничего смешного. Примерно все. Ир, Почему? А что смешно? Ну, мне смешно. Ты давайте, должна комментировать, что мне смешно. давайте, Идите вперед. давай сделаем немного экшена, ты будешь типа на всячем кадре лежать, такая, оставьте меня здесь, я хочу спать, я хочу Рано, умереть. рано еще. Я И- обязательно это устрою. Идите, ребят, идите вперед. И потом Почему? при монтаже... Ну идите вперед, вот туда, вот идите, вот видите там. Вот, Хорошо, вот а мы почему не можем- обязательно вот так? Почему мы не смотри, можем вот есть оттуда дорога, пойти? вот там есть дорога по траве. Почему надо вот так вот идти? 104 метра набрали, прошли 1 километр 230 метров от озера. Набрали примерно 7-ю часть высоты. Очень риски. Риски высокие. Это еще не риски, Саша, это Не риски, мы на детской площадке. Дальше по снегу идем. Дальше туда идем. На хребет выходим. По траверсе. Хорошо. Наступай на другую. Итак, высота 3309 метров. 124 метра мы набрали. Сейчас нам нужно вот эту вершину обойти с левой стороны и пойдем по хребту. Так, давайте вот таким пойдем путем. Прям вот будем ориентироваться на вершину, чтобы нам потом ни набор высоты не делать новый. Потому что там будет уклон выше, здесь лучше ситуация.
Потихонечку пойдем в темпе, который есть. Я думаю, что мы часа через 4-5 придем уже на вершину. Мы могли пойти там по долине, но там не очень интересно, нам показалось. Мы идем здесь. Видим паутину. И большой паук убежал под камень. Новую сделать паутину, ничего страшного. В Армении большие пауки водятся. Даже есть ядовитые. Все время, когда идешь, надо камни проверять, прежде чем наступить, потому что можно упасть. Если камень окажется неустойчивым, приходится как пауку идти самому, расставлять палки в разные стороны ноги, куда-то упираться. Нам, конечно, помогла практика Валверды, когда мы искали дрон в горах, который упал, и лазили там по камнепаду несколько раз, и выработали определенные уже у себя опыт определенный. Как ты? Стой, мы сейчас придем, стой! Не вставай! Ты шутишь? Сашка упал. Посиди, если ты правда упал, не шутишь, посиди. Я видела, он упал. Сиди, Саша, сиди! Сядь, посиди. Нет, нет, сядь, посиди. Просто посиди, пожалуйста, Саш, пожалуйста! Мы сейчас к себе поднимемся, пока поднимаемся, посиди. 15 минут перерыв. Опасные камни, Сашка, он упал. Можно я постою здесь? Я тебя прошу достать просто средства первой помощи. Все нормально, вот ничего нет, да, вот. Ну, у меня есть влажные салфетки. Саша, у нас целая аптечка. Я на $200 купил на Амазоне. Можно я применю? Хочешь прям на все 200, да? На меня? Так, что дальше? Зип-пакет. Это? Да, Все? Можно закрыть? да. Вов, это для разжигания огня, не надо на меня. Давай, где у тебя рана, показывай. Вот раз, два, три, Стой. 4. Ой, больно. Все, хватит. Давай еще здесь. Побрызгаем Поднимай Сашке повыше, специальным поднимай повыше, средством вот поднимай. таким. Что такое, Ир? Господи. Ой, я не видел А я этого. тебе говорю, поднимай повыше. И другую тоже поднимай. А ты вот не почему у меня показывай. болит, а я говорю, вывих локоть. Повернись, поверни Ты что локоть. думаешь? Поднимай, Локоть поднимай. спиной поверни. Вот это вот, чтобы я еще побрызгал. Вов, да ладно, хватит. Поворачивай. Прекращай. Останавливайся. Все. Он специально все купил. Сейчас это что заморозкой. Здесь нет, всё. Дай чуть-чуть брызну. Ну, Вов. Нет, суши локти, тебя заклею его. Суши локоть, сказал. Зачем заклеил? Заклею, сказал. Заклеил, сказал. Я врач тут. Вов, у меня только еще вот здесь вот ножка. Еще и твой этот пшикалка так охладила. С лидокаином, потому что заморозка. Ты сейчас не будешь чувствовать руки. До Еревана, пока не вернемся. Пригодилась наконец-то аптечка, вот такое средство я заказал на Амазоне 4 месяца назад. И вот первый раз, благодаря Сашке. Саш, спасибо. Руку сказал, не закрывай, тебе должен еще замотать ее. Куда ты одеваешься? Ну, Суши руку. Руку суши. Не Вов был. Суши руку мне на пластырь приклеить А4 формата. Он специально заказал. на Амазоне. А4? Да. Придешь домой, сделаешь по-другому. Вов, Как- нет, у меня Нет, есть пластырь, нет, всё нет, нормально. Саш. Ир, бери. Нет, я не хочу сейчас, подожди. В общем, у нас небольшой привал. Мы сейчас находимся на высоте 3360 метров. И у нас набор высоты составил 170 метров всего. И уже ранение первое. Сегодня будет интересный день. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Кому нравится то, что мы делаем, поставьте обязательно лайк, комментарий. Это поможет нашим видео продвигаться на YouTube. И еще больше людей их увидят. И, может быть, тоже когда-нибудь, когда будут здесь, пойдут на Арагац. А у нас новый подписчик Роберт, ему большой привет. Роберт Барриор. Под
дороге на южную вершину Арагатса много камней из-за геологического происхождения этой местности. Вулкан Арагатс – это потухший стратовулкан, который когда-то был активным. В результате вулканической деятельности и последующих процессов, таких как эрозия, разрушение горных пород и ледниковая активность, образовались большие массы камней и скалистые участки. Со временем, под воздействием температуры, замерзания и оттаивания воды, а также ветровой эрозии, горные породы растрескивались и распадались на более мелкие фрагменты. Наверное, херовая была идея здесь идти, потому что мы все время по этим камням идем. Надо было там, с долины заходить. Трасса говно в этой программе. Ну почему вам приходит гениальная идея, как я с вами? В прошлый раз мы с Ирой по-другому шли. Я сам строил маршрут. А мне по коням интереснее. Я так не устаю на камнях. Я тоже. Друзья, если кто-то тоже по камням любит или не любит, напишите в комментариях, какие маршруты вы выбираете, чтобы ходить по горам. С палками ходите, без. Вот мята растет. Не знаю, вот мята растет. Как интересно. Да, это мята. Нет. Или мята. Не знаю, похоже на мяту. Интересно. Но пахнет так немножко не мятой. Почему спускаемся? Почему? Ну вот, чтобы вот так обойти. Я не хочу, это ужас какой-то. Там невозможно проходить. Нам надо на хребет выйти, хребет справа. Ир, ты аккуратно идешь? Прошу тебя максимально. Саша, сейчас гору пройдем и все, дальше не будет. Вон. А сколько еще идти? Вов? Ну, 3 минуты еще. 3 минуты еще? Да. Итак, мы, можно сказать, вышли на хребет. — 3400 метров высота, 209 метров набор высоты наш. До Сирии. Не надо ничего искать. По долине идти 100% легче, мы уже немножко... Нас дорога это выбила из сил, но ничего страшного. Ир, здесь хорошее место посидеть, смотри, как кресло. Вот здесь прям выемка такая. Что? Что это такое лицо? Ты в зомби превращаешься? Чудовище какое-то? Ребят, вот. Не дайте мне уснуть, я умру. Оставайся тут. Наоборот, не давайте мне уснуть, я потом не проснусь. Плохо тебе? Ты хочешь спать или что? У тебя, может быть, высотный отек мозга начался, хотя еще высота не та. Не знаю, Судя просто по лицу, у тебя отек колено. мозга. колено, локоть. Судя по лицу, отек мозга. Давай еду, Вов. Вышли на хребет. Очень красиво вдалеке Арагатс, поселок. Идем дальше, нам вот туда. Подъем на южную вершину Арагатса по хребту интереснее, чем по долине, благодаря захватывающим панорамным видам, ощущению высоты и простора. Хребет предлагает более динамичный и сложный маршрут, добавляя вызов и приключения.
Сейчас мы вот этот вот обрыв впереди левее будем обходить чуть-чуть. Алло. Здравствуйте еще раз. Здрасте. Ага. По фонду Infinity. Да-да. Звоню вам. Вот, в общем, общая сумма работы и плюс запчасти у вас... На протяжении всего подъема на Арагац доступна сотовая связь, что делает восхождение более комфортным и безопасным, позволяя оставаться на связи в любой момент. Давай, продолжаем подъем. Выяснилось, что нам еще полпути идти наверх. Поднимемся на хребет дальше и пойдем в сторону той горы, той гору слева, наверное, обойдем. Арагат за ней. Уже устали по этим камням идти. Ой. Маршрут по хребту довольно сложный. Кто не хочет так идти, идите по долине. Высота 3536 метров. Вон она там Арагац. Где снег, а потом вершина. Да. Мята растет здесь. Пахнет мятой. Давай вправо по траве идти. Да. Ты не хочешь? Ты не хотел снизу пройти по долине? Я боялась, что там справа ты не разрешишь. Идти направо, да? Нам выгоднее, смотри, нам выгоднее сейчас пройти направо по краю, как мы сможем пройти по этому, как называется-то? По хребту. Иначе, если мы сейчас по хребту не пойдем, то нам нужно будет обходить слева за снегом. Видишь, там люди ходят, дорога там. В середине из долины не подняться, очень крутой уклон. Поэтому либо сейчас поднимаемся, идем по хребту, либо спускаемся в долину. Что скажешь? Продолжаем по хребту, как сможем, да? Такой уклон тут. Ир, тут не подняться. Ира. Сильно очень уклон, да? Или сможем? Я отойду, чтобы камни мне не прибило. Со смещением пойду. Вот это уклон. Ир там лезет. Даже не знаю, видно это или нет в камере. Уклон не знаю, какой-то бешеный. Такой уклон, горизонт ровно у меня.
какой-то подъем мы выбрали. Придурочный. Ир сверху также лезет еще хуже. Фу. Ир почти завершил подъем. Фу. Опять облака пролетают сквозь меня. Палка немножко тут складывается. Не знаю почему. Фу. Да, серьезно был подъем. Идем дальше. Высота 3626 метров. Набор высоты 416 метров. Время пути 4 часа. Очень красиво тут. Слышно, как река шумит. Потому что в кратере Арагатса где-то внутри лед, ледник и озеро, и река. А тут текут. Давай передохнем, потому что сейчас будет штурм вершины. Это будет непросто. Фу, тот подъем меня убил прям. Тяжелый. Я на коленках, на локтях лез. А ты? Нет, мне было тяжело. Фу. Ой, какой вид. Озеро Кари. Там Ереван. Начинаем идти дальше. Небольшой сделали привал. Высота 3639 метров. 428 метров мы набрали. Идем уже 4 часа 20 минут. Осталось вроде как треть пути. Или даже меньше. Именно вверх. Потому что спускаться. Спускаться будем по другой дороге. Только я очки убрал. Солнце вышло. Ладно, пока пойду так без очков, потому что 2 раза упали, уже все поцарапались. Бесит меня. Нам нужно набрать еще около 250 метров вверх. Мы набрали 400. Еще треть набора высоты осталось. Камни нас, конечно, эти убили. Сейчас нам по этой скале надо карабкаться. Господи, блин. Ир, позволь, я вперед пойду, как ты меня пугает, ты идешь так близко к краю. Ты аккуратно идешь, скажи мне.
Смотрите, куда мы залезли-то. Пишет, надо пройти туда, потом левее этой большой скалы идти по траве. Стой, дай посмотрю, пожалуйста. Что-то мне не нравится. Такую вот проходили штуку. Господи. Так, пишет левее, вот левее брать, по этой тропинке левее. Да, да. Да. Ира мне помогает, потому что у меня ужасно боюсь высоты. Так, иди, Бог. Иду. Так, я говорю, не смотришь. На меня. Но я снять хочу. Аккуратно идем. Преодолевая страх, серию назовем. Господи. Кто в YouTube выкладывал проход на Южный Арагац по хребту, могли бы сказать, что это так страшно, блин. Вот эти вот видео с этой... Подожди, что-то посмотри сначала. Никто не выложил, что здесь такой реально пи***ц. И если бы я знал, я бы тут не пошел. Я пошел по долине. Я хотел бы снять все это на коптер. Друзья, но мне так страшно. Я им клянусь, я не могу. Потому что нужно еще за ним следить. Когда ты понимаешь, что он наверху над тобой, то все еще страшнее становится. Да. Ты тоже возьми чуть-чуть левее, как бы. Аккуратно. Блять, вот это альпинизм начался. Вся эта хуйня. Раньше просто был разогрев какой-то сраный. Кто ходил так же, напишите, вам было страшно или нет. И вот она, южная вершина. Ну все, я уже понимаю, что если что с Божьей помощью дойдем. Чуть ниже возьми, ниже тропа идет. Вот утоптанная, низко, вот вниз. Дай коптер запустим, я уже не боюсь. Чуть-чуть пусть поснимает, как мы идем. Три 723. Осталось буквально 200 метров набрать.
Ир, еще 150 метров набрать и все. Дойдем. Уже сил нету. Ну так уже, скажем так, устали. Уже в который раз. В моменте выдыхаемся. 4 километра, 640 метров прошли. 539 метров подъем составил. И 5 часов уже идем. Все на Принглс и на Сникерсах. Вернемся в базовый лагерь, сварим доширак. Температура здесь спадает. Я иду и немножко ушам холодно. Аккуратно иди, держи равновесие, смотри вперед. Если падать, то влево. Хочешь? Вот тут пройди, тут руками держись, тут ногами. Если что, падай на коленки. Барев Дзес. У вас там брод не летал, нет? Летал. Летал? А он с кем-то был или один? Он с нами был, потом посадили в рюкзак, засунули. Да. А, мы просто свой ищем. А, У вас улетел. Ну, еще осталось метров 100. улетел в смысле... Сел куда-то. Батарейка села, и он просто сел на землю. А координаты есть? Нет, так нет, вот ну, и дело. нету координат. Почему? Ну, связь с пультом была? Ну, в последний момент была. Да, Но была. почему-то DJI дрон. владелец Тут говорит, не что не знаю. может посмотреть координаты. Надо включить приложение, сделать вид с камеры. Это он без подключения к дрону покажет, а потом нажать найти дрон. Мы постоянно в горах дроны ищем у нас. Последний раз мы 4 раза лазили в Алаверды на 400 метров вверх, чтобы найти дрон. Там вот на таком же уклоне, ну там, правда, гора поменьше, там всего это на 1000 метров происходит. Такой вид открывается. Посмотрите, облака как идут. Мы на самой почти высокой точке Армении. Что ты... Какой там самой верхней точки? Стой там, так красиво стоишь. «3848 метров. Мы поднялись от машины на 629 метров. Мы идем уже 5 часов 42 минуты. Здесь очень красиво. Мы почти на южной вершине Арагац. Посмотрите. Где? Это восточная вершина. Вот это восточная вершина. Очень красиво, посмотрите как. Мы остановились немножко переждать, и чтобы пульс восстановился, потому что уже тяжело идти, нам осталось буквально чуть-чуть. Пульс сейчас
У меня 122, 130. В общем, довольно высокий. Не знаю. У тебя 150 где-то. 140-150. Нам еще чуть-чуть осталось пройти вон туда. И все. Вот наверх туда осталось пройти, и все. Мы дошли. Я вам скажу, что это правда сложно. Правда. Непросто. Возможно, наверное, для каждого почти человека, но сложно. Это такой некий баланс. И как бы вроде вы и можете, но вроде как вы не делаете этого. И я призываю всех, у кого будет возможность, подняться на южную вершину. Это самая легкая вершина, хотя она очень сложная на самом деле. Вот, но без подготовки не ходите по хребту. По хребту идти тяжело и, наверное, даже опасно. Пройдите просто по долине, поднимитесь, у вас займет там где-то 3-4 часа, и все. Но это того стоит. Посмотрите, какое небо. Посмотрите, какая гора разноцветная. Она прям как гребенка какая-то из каких-то цветов разных. Солнце откуда-то светит, непонятно откуда. Глубокие вздохи, прошу тебя. Просто глубокие вздохи делай, и все. Мы почти пришли. Осталось 12 метров. Всего лишь 12 метров. 12, представляешь? Дюжина. Машину длиной 3 метра. 4 машины пройти. Прицеп, который будем купить, 6 метров. 2 прицепа. Мы на самой почти вершине. Это наша первая серьезная гора. После Аждака, поэтому вторая. Это супер круто. Флаг Армении. Господи. Таблички. Идем из последних сил. Давай, Ир, ну. Ты дойдешь, Джан. Я в тебя верю. Конечно, дойду. Я помою смысл. Ну, чуть-чуть поднажми и все. Побегала в лыжи. Мы традиционно держимся за крест. Спасибо, Южный Арагат, за то, что позволил нам забраться на тебя и покорился. С какой попытки? Со второй попытки. Осмысленной попытки. Была еще попытка, когда мы на Пежо ехали от деревни Арагат. 2 часа проехали 100 метров, застряли, вернулись обратно.
Ежегодно около 10 тысяч туристов со всего мира поднимаются на Арагац, притягиваемые его величественной красотой и суровым обаянием. Для каждого из них это не просто восхождение, это испытание воли, возможность преодолеть свои границы и ощутить силу духа. Арагац становится местом, где каждый шаг приближает к вершине и открывает новые горизонты. И здесь, на высоте, среди бескрайних пейзажей, осознаешь: этот момент, этот подъем останутся с тобой навсегда. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте лайк этому видео и не забудьте поделиться своим комментарием. Нам будет очень приятно, и это поможет видео набрать больше просмотров. Если вы хотите поддержать нас финансово, то вы можете угостить нас кофе. Сделать это вы можете по ссылке в описании ролика, а также отсканировав QR-код на экране. Спасибо вам. Ходите в горы.